Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh, continuing Brihat Bhagavatamrita. Продолжаем читать Брихат Бхагаватамриту. Shri Brihat Bhagavatamrita ki Jai! Srila Sanatana Goswami ki Jai! Gaur Premanande. So Gopa Kumar, he had been in Jagannath Puri. Итак, Гопа Кумар находился в Джаганнатхапуре. Но он не чувствовал достаточно, what's the word, satisfied? Удовлетворение. Удовлетворение. Satisfaction, yeah. So, and he was instructed also to go back to Vrindavan. Кроме того, что он не чувствовал удовлетворения, он также получил еще наставление отправиться во Вриндаван. So he went back to Vrindavan. Поэтому он отправился назад во Вриндаван. And there in Vrindavan, he met up with his old cowherd boyfriend. И во Вриндаване он встречается со своими старинными друзьями, мальчиками-пастушками. And he just wandered around with them as before. И он бродит с ними по окрестностям, как раньше, как ни в чем не бывало. But always chanting his mantra. Но при этом всегда повторяя свою мантру. However, due to a lack of real spiritual development, По причине недостатка развития сознания на достаточном духовном уровне, and a lack of real understanding, по причине недостатка настоящего понимания, and a lack of real spiritual vision, по причине недостатка духовного видения, he thought the Lord of the universe was not there as much as he was in Puri. он подумал, что Господь Вселенной не в полной мере присутствует во Вриндаване по сравнению с Джаганнатхапури. И поэтому он ушел из Вриндавана. И он начал вернуться в Джаганнатхпури. Интересно. No, and he carried on for some time following the Ganges. Он начал свой путь обратно в Джаганнатхапуре, идя вдоль Ганги. But then, on the way, he met some Brahmins who were glorifying Svargaloka. По пути ему попадается Брахман, прославляющий Сваргалоку. He didn't really know what is this Svargaloka. Он вообще не имел представления о том, что такое Сваргалока. Well, it's the heavenly planets, the planet particularly of Lord Indra. Сваргалока — это планета, находящаяся в системе райских планет, планета, на которой витает Господь Индра. So, he thought, why not? Он подумал, почему бы и нет. Почему нет? Let's go. Отправляемся на эту планету. Yeah. So, let's see, yeah. Oh, well, he thought, let's go, but he heard, they told him that there is the Lord of the universe. Да, еще есть одна причина, по которой он решил отправиться на эту планету, потому что ранее ему сказали, что на этой планете находится сам Господь Вселенной. He's looking for the Lord of the universe. А он находится в поиске Господа Вселенной. Aha, let's go. Да, отправляемся туда. Отправляемся. Давай. Yes. So, he chanted his mantra with great care and attention and went to Indraloka.
Он очень внимательно и осторожно повторял свою мантру и отправился на Индралоку. And sure enough, there he saw Lord Vamana. И, конечно же, там он встречает Господа Ваману. Who was there? Well, you remember we read about that a couple of days ago. Пару дней назад вы, должны быть, помните, мы уже читали об этом, почему Господь Вамана там находится. He's the younger brother of Lord Indra. Потому что он является младшим братом Господа Индры. And the Lord greeted him so warmly. Господь поприветствовал его весьма теплым образом. Dear son of a cowherd, we are so fortunate to get your association. Дорогой сын пастуха, мы очень удачливы получить твое общение. Stop bowing down and up and down and up and down and up. Прекращай, пожалуйста, уже предлагать свои поклоны, вставать, а затем вновь предлагать. Расслабьтесь. Yeah. Come here. Don't be afraid. Подходи ближе, не волнуйся. And the Lord turned to Lord Indra. И Господь повернулся к Господу Индре. Give him a seat. Предоставь ему место для сидения. Yes. So then they took Gopakumar to the Nandan Gardens. Затем они ведут Гопакумара в сад Нандана. Oh, and it was so nice there. Как же там было красиво. And Gopakumar was really happy. И Гопакумар был по-настоящему счастлив. And sometimes he thought, this is it, I have made it. И иногда он думал, что вот оно, то самое место, которое я хотел достичь, и я его достиг. Sometimes some of the demigods quarreled with each other. Иногда некоторые полубоги спорили между собой. But he didn't worry about it too much. Но его это не беспокоило слишком сильно. Can't win them all. Потому что всех все равно не переспоришь. So, yeah, he just stayed there. Поэтому он остается там. One day something extraordinary happened. В один прекрасный день что-то весьма экстраординарное происходит. Haribol, Pristignature Remini, безопасности. One day Indra raped a sage's wife. Однажды Индра изнасиловал жену мудреца. Krishna, Krishna. And he had to run and hide to avoid being cursed. И ему пришлось спасаться бегством во избежание проклятий. So Indra went AWOL. That's a very famous term. Absent without leave. Anyway, yeah, he just disappeared. И Индра пропал без вести. And no one knew where he was. Никому не было ведомо, где он находится. The demons, the celestial demons, understood he is not there. Небесные демоны поняли, что его нет на своем месте. They started attacking the heavenly planets. И начали нападать на райские планеты. And all the three worlds. И на все три мира. And the demigods, the other demigods, were in great anxiety. Другие полубоги пребывали в беспокойстве. They went to Lord Vishnu and asked what to do. Поэтому они отправились к Господу Вишну и спросили, что нам делать. Вы знаете, что он сказал делать? Make Gopakumar Indra. Пусть Гопакумар займет положение Индры. So now Gopakumar has suddenly become Lord Indra. И теперь внезапно Гопакумар занимает положение Индры. Oh, and when he became Indra, he arranged for Krishna consciousness everywhere. И как только Гопакумар занимает положение Индры, он распространяет сознание Кришны повсюду. All three worlds were just full of festivals.
Во всех 3 мирах гремели фестивали. Yes, but he remained like a penniless person in the Nandana garden. Но сам он, Гопакумар, продолжал вести простую жизнь бедного человека в саду Нанданы. So Lord Vamana associated with him regularly. Господь Брама регулярно, Vamana. Господь Вамана регулярно получал общение Гопакумара. Gopakumar was very happy with this. Гопакумар был очень счастлив. But sometimes he would go. Но иногда он уходил. Yes. Gopakumar, when he would come, Gopakumar would personally feed him with his own hand. Когда Господь был в его обществе, то Гопакумар лично кормил его своими руками. So Gopakumar started missing Jagannath Puri again. И в какой-то момент Гопакумар начинает скучать по Джаганнатха-пури снова. He spent 1 year of the demigods there as Lord Indra. Он проводит 1 год по исчислению полубогов на Индралоке, занимая положение Индры. Да, и он общался с Господом Vamana. Yeah. But then one day, Bhrigu Muni and some other sages passed through. Однажды Бригу Муни и некоторые мудрецы пролетали мимо Индралоки. Anyway, they passed through one way or another. And he saw that Brihaspati, the chief sage in Swargaloka, worshipped them. И он увидел, как Брихаспати, главный жрец, проводил им поклонение. Worshipped Bhrigu and some other sages. Проводил поклонение Бригу Муни и другим мудрецам. And Lord Vamana worshipped Bhrigu Muni and the sages. А также Господь Вамана проводил поклонение Бригу Муни и мудрецам. So he asked, who are these people? Поэтому Гопакумар спросил, кто эти люди. I thought we were in the topmost place. Я полагал, что мы находимся в наивысшем месте. But Brihaspati, who is the priest, you could say, in Indraloka, he informed Gopakumar. Брихаспати, который является главным жрецом на Индралоке, можно так сказать, проинформировал Гопакумара. They are from Mahaloka. Эти личности с Махалоки, It is higher than Indraloka. который находится выше Индралоки. As Indra's enjoyment is 100 times greater than that of the people in Kazan. Подобно тому, как наслаждение, которое испытывает Индра по сравнению с людьми или с людишками из Казани в 100 раз больше, so the enjoyment in Mahaloka is 100 times higher than Indra's. точно так же наслаждение, которое испытывают личности, пребывающие на Махалоке, в 100 раз больше, чем наслаждение, которое испытывает Индра. There in Mahaloka they worship the Lord of sacrifices. Там, на Махалоке, поклоняются Господу всех жертвоприношений. Wow. Gopakumar decided, I gotta go there. Гопакумар преисполняется решимости отправиться на Махалоку. So he chanted his mantra very nicely, and sure enough, he found himself in Mahaloka. И он приступает к повторению своей мантры очень внимательным образом. И внезапно, вне всяких сомнений, он оказывается на Махалоке. And he found, sure enough, it's better than Indraloka. И, конечно же, он осознает, что Махалока — это лучшее место по сравнению с Индралокой.
Shri Shri Nitai Gora Sundar King. Jai. Shri Shri Nitai Gora Sundar King. Jai. Shri Shri Nitai Gora Sundar King. Jai. But it's not as nice as Nitai Gora Sundar. Но на Махалоке не так красиво, как здесь, на алтаре, находится Нитай Гора Сундар. Haribol. Harибол. So there he saw thousands of sages performing fire sacrifices. Там он увидел тысячи мудрецов, которые совершали огненные жертвоприношения. With their wives. Вместе со своими женами. They're all householders. Они все являлись домохозяевами. And when they're doing the sacrifices, they're doing sacrifices all over, all around the place. То есть они проводят множество жертвоприношений повсеместно. And as they're doing the sacrifice, the Lord of sacrifice would appear and accept the offerings. И прямо в тот момент, когда они проводят свои жертвоприношения, Господь жертвоприношений появляется и принимает их жертвы. He was as radiant as millions of suns. Он светился подобно миллионам солнц. And even more attractive than Lord Vamana. И был гораздо более привлекателен, чем Господь Вамана. So the Lord welcomed Gopakumar. Господь поприветствовал Гопакумара. And he gave him some of the prasadam from the sacrifices. И поделился с ним некоторым просадом с жертвоприношения. Какой прасад он дал? Gulab Jamun. Он дал. Картошка по-деревенски. О, чам-чам. Да. So, Gopakumar felt happy. Гопакумар был счастлив. But then, in between, when they finished one sacrifice and they haven't begun the next one, he couldn't see the Lord. Но он не мог найти своим взглядом Господа в тот момент, когда закончилась одна часть жертвоприношения и не началась еще другая. So he felt dissatisfied. И в этот момент он почувствовал, что он не удовлетворен. He kept chanting his mantra. И продолжил повторять свою мантру. Yeah, so anyway, one day there in Mahaloka, a naked 5 or 6-year-old boy briefly passed through. В тот момент голый 5-летний мальчик проходил мимо. And all the sages who are offering sacrifices and their wives offered obeisances to him. И все мудрецы, которые проводили жертвоприношения вместе со своими женами, предложили свои почтительные поклоны этому мальчику. And he asked, who's he? Гопакумар спросил, кто это? They said, he is Sanat Kumar. А мудрецы ответили ему, это Санат Кумар. He is from Tapaloka. Он с Тапалоки, It is even higher than Mahaloka. которая выше Махалоки. Now, Gopakumar is not educated. He had not heard of Tapaloka. Гопакумар не образован, не сведущ, он не знает о Тапалоке ничего. But he decided, yeah, I think I'll go there. Но он преисполняется решимости отправиться туда. So off he chanted his mantra and he arrived in Tapaloka. Он повторил свою мантру и прибыл на Тапалоку. There are no householders. Там уже нет домохозяев. Only celibate sages meditating. Только мудрецы, которые хранят целибат и погружены в медитацию.
they were so deep in meditation that even though he tried asking some of them, what's going on, what's the program, they didn't respond. Они были погружены настолько глубоко в свою медитацию, что когда Гопа-Кумар спросил их, что здесь вообще происходит, какая программа сегодня, то они не вышли из своей медитации, не ответили на его вопросы. Vaskолka Mangalarti, Privistvia Bhajest, Vaskolka Prasad. Then one of the sages, Pipalayana Muni, spoke to him. Затем один из мудрецов по имени Випалаяна Муни заговорил с ним. And said, you've noticed, you don't see the Lord here. И он сказал ему, ты, наверное, заметил, что ты не видишь здесь Господа. Even though it's higher than Mahaloka, where you saw the Lord. Несмотря на то, что ты находишься на планете, которая выше Махалоки, а на Махалоке ты видел Господа. Here you see the Lord within. Здесь ты можешь увидеть, узреть Господа только одним способом в своем сердце. Not with these useless external eyes. Не при помощи этих бесполезных органов зрения, называемых глазами, but with the eyes of the soul. но глазами души. Yes. So you should know this is a higher experience. Ты должен знать, что этот опыт является более ценным по сравнению с созерцанием Господа глазами. When the Lord reveals himself to a devotee, Когда Господь открывает себя своему преданному, he is seen by the internal senses. то преданный созерцает Господа при помощи внутренних органов чувств. The external eyes, they only seem to see him. Внешние органы чувств, такие как глаза, не видят его, хотя им может казаться, что они видят. And even if the eyes do see him, the bliss is felt within only. И даже если внешним глазам под силу созерцать облик Господа, то блаженство в любом случае ощущается внутренне. When the mind is pacified, it can fix on the Lord. Когда ум находится в умиротворенном состоянии, то ему легко быть сфокусированным на Господе. And the happiness experienced then is beyond the happiness of the external senses. А счастье, которое в этот момент можно ощутить и пережить, оно превосходит то счастье, которое можно испытать при помощи внешних органов чувств. Seeing him with the eyes is no guarantee of becoming blissful. Созерцать Господа при помощи глаз не является гарантированным методом получения блаженства. Kamsa and Duryodhana, they saw him with their eyes. Камса и Дурьодхана созерцали Господа своими глазами, They felt no bliss. но не чувствовали никакого блаженства. The consciousness, the mind, the heart within, this is how we perceive the Lord. При помощи своего сознания, при помощи своего сердца, при помощи чистого ума, вот каким образом мы в состоянии постичь Господа. So sit down and we'll teach you how to meditate. Поэтому присаживайся, и мы обучим тебя медитации. So Gopakumar did that. Гопа-Кумар присел. He took meditation lessons. Его обучили, прошел уроки медитации. And sure enough, he started seeing the Lord within. И, конечно же, вскоре он узрел Господа при помощи внутренних органов чувств. But sometimes he had to do something else. Но иногда ему приходилось делать кое-что еще. Sometimes he had to eat something. Иногда ему приходилось что-то кушать. Sometimes he had to take a bath. Иногда ему нужно было принимать
принимать омовение. then his mind, his consciousness was not focused within. И в эти моменты его сознание не было направлено внутрь. He couldn't see the Lord. И тогда он не созерцал Господа. Again, he felt frustrated. И вновь он почувствовал неполное удовлетворение, некое разочарование. Предния, слушайте. One day, Lord Brahma arrived. Однажды Господь Брахма прибыл на Тапалоку. Everybody offered him obeisances. Все предложили ему свои почтительные поклоны. Gopakuma asked the 4 Kumas, "Who's this?" Гопа Кумар спросил у 4 кумаров, кто это? They said, "He is our father, Они сказали, это наш отец. Papa Nash." Yeah. He lives in Satyaloka. Он проживает на Сатья-Локе. There he associates with the Mahapurusha, Там он имеет личное общение с Махапурушей, who is a 1,000-headed form of the Lord of the universe. который проявлен в форме 1000-главого Господа Вселенной. Brahma is his son. А Брахма приходится ему сыном. Wow, Haribol. Gopakuma thought, I gotta go there. Гопа Кумар преисполнился решимости отправиться в это место. So he chanted his mantra and he went to Satyaloka or Brahmaloka. Он повторил свою мантру и отправился на Брахма-локу или Сатья-локу. There he saw the Mahapurusha reclining on Anantashesh. И там он увидел Махапурушу, возлежащего на Ананташеше. Lakshmi was massaging his lotus feet. А Лакшми массировала его лотосные стопы. Gopakuma saw this, he'd never seen anything like it. Гопа Кумар увидел картину, которую он никогда не видел ранее, He fainted. от созерцания которой он упал в обморок. Lakshmi picked him up Лакшми подняла его and treating him like a son, brought him to the Mahapurusha's side. и, нежно обращаясь с ним как с сыном, привела его близ Махапуруши. So Gopakuma told his mind, this is it. We have reached the topmost level. Гопа Кумар сказал своему уму, мы достигли искомого места. I got to stop worrying about Vrindavan, Jagannath Puri. Больше не нужно переживать по поводу Вриндавана или Джаганнатха-пури. He just stayed there and watched Lord Brahma worship the Mahapurusha. Он остался там и наблюдал, как Господь Брахма поклонялся Махапуруше. But sometimes the Lord went to different places. Но иногда Господь отправлялся в разные места. And Gopakuma felt frustrated. И в эти моменты Гопа Кумар чувствовал разочарование. One day, a piece of foam, you understand, foam, from the previous universal devastation arrived. Однажды часть пены, которая часть пены появилась, которая возникла из предыдущего уничтожения Вселенной. And Brahma touched it, И Брахма коснулся этой пены, thinking, it's some foam. думая при этом, что это просто обычная пена. The foam turned into a terrible demon. А эта пена обратилась ужасным демоном. Brahma had to run to escape. Брахме пришлось бежать со всех ног, чтобы спастись. The Lord Mahapurusha killed the demon. Господь Махапуруша убил этого демона. But Brahma was too frightened, he wouldn't come back. Но Брахма так сильно испугался, что решил не возвращаться назад. Скажите мне, что происходит? What happened?
Gopakumar was appointed Lord Brahma. В результате чего Гопакумара назначили на пост Брахмы. Krishna. Then Gopakumar arranged for everything in the universe to be done in wonderful Krishna conscious ways. Занимая положение Брахмы, Гопакумар наладил абсолютно дела во всей Вселенной таким образом, что везде сознание Кришны процветало. He made devotees to become demigods. Он сделал так, что преданные становились полубогами. He sent devotees out through the creation to preach. Он позволял преданным путешествовать по всему творению с проповедью. И в Kazan тоже. Да, это правда. Aha. But still, Gopakumar maintained his simplicity. Но тем не менее, сам Гопакумар продолжал вести очень простой образ жизни. And kept chanting his mantra. И продолжал повторять свою мантру. But soon he found being Lord Brahma is a big job. Но вскоре он осознал, что занимать положение Брахмы – это тяжелая работа. He started drowning in the ocean of Brahma's duty. Он просто начал утопать в океане обязанностей Господа Брахмы. And he heard someone told him, "You are going to die." Кто-то сказал ему: «Ты умрешь». And he became afraid. И он испугался. But he would chant his mantra and then he would feel okay. Но затем он повторял свою мантру, и ему становилось легче. So anyway, he carried on there in Satyaloka. Он продолжил свое пребывание на Сатьялоке. One day, some sages arrived. Однажды некие мудрецы прибыли на Сатьялоку. And they started praising someone who achieved impersonal liberation. И начали прославлять какую-то личность, которая достигла имперсонального освобождения. And then some more sages appeared. И затем появилось еще большее количество мудрецов. And Gopakumar was told, these are the personified Vedic scriptures. Кто-то сказал Гопакумару, что это сами олицетворенные ведические писания. What? Look, there's the Upanishad. Вон они, смотрите, Упанишады. There they go. Да, вон они. Wow. There are the Dharma Shastras. А вон Дharma-шастры. There are the Brahmanas. А вот Брахманы. There's the Agamas. А вот Агамас. Wow, there are the Puranas. А вон там Пураны. And look over there. А посмотрите туда. It's Srimad Bhagavatam. Там Шримад Бхагаватам. And a debate developed. Развернулся диспут. The Upanishad said, Упанишады сказали, the main thing is liberation. самое главное – это освобождение. And it is achieved through development of knowledge. Которое достижимо при помощи развития знания. Some other scriptures agreed. Какие-то из священных писаний согласились. The Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, they agreed. Самхиты, Брахманы, Араньяки согласились с этой позицией. But then some of the personified Puranas disagreed. Но затем некоторые из олицетворенных Пуран не согласились с этой позицией. Transcendental knowledge is difficult to obtain. Трансцендентное знание очень сложно обрести. But it's easy to attain through devotional service. Но оно с легкостью обретается посредством чистого преданного служения. The Upanishads and their friends said, no. Упанишады и их друзья сказали, нет. Devotional service is just for emotional people. Преданное служение – это всего лишь навсего занятие для эмоциональных людей. So a big argument developed.
серьезные споры начали разворачиваться. Some shouting was going on. И кто-то даже кричал. When the shouting happened, Srimad Bhagavatam and some other literatures smiled and left. В тот момент, когда голоса начали повышаться, температура накаляться, Шримад Бхагаватам и другие священные писания, дружественные Шримад Бхагаватам, улыбнулись и ушли. The debate became fierce. Этот диспут начал переходить границы. It looked like it would become violent. И казалось, что уже вот-вот на грани насилия. But then Srimad Bhagavatam and his friends returned very nicely. Но затем Шримад Бхагаватам вместе со своими друзьями своевременно вернулись. And they explained, listen, liberation is achieved just by nama bhas. И объяснили всем, что освобождение достижимо лишь только на уровне намабас. That means imperfect chanting of the holy names. Несовершенный уровень воспевания святых имен. So what is this liberation? Поэтому что это освобождение? Even sometimes demons attain it. Ведь даже какова ценность этого освобождения? Ведь даже демоны иногда достигают освобождения. So why glorify it so much? Поэтому с какой стати прославлять освобождение? But when devotional service is performed, one is with no effort automatically liberated. Но когда совершается чистое преданное служение, то автоматически совершающий преданное служение освобожден. The satisfaction of impersonal liberation is one. Удовлетворение, которое можно обрести в результате имперсонального освобождения одного вида. But the Lord has innumerable beautiful characteristics. Но Господу присущи бесконечные красивые характеристики. So eventually the Upanishads and their friends had to agree, okay. Поэтому в конце концов Упанишадам вместе со своими друзьями приходится соглашаться. Ладно. But Gopakuma, he was like, wow, that was close, boy. What happened? Гопакумар, наблюдая всю эту картину, понимал, да, уже практически на грани они находились, вот это да. So then some of the Vaishnava scriptures spoke to him. Затем некоторые из вайшнавских священных писаний обратились к нему. You know, if you understand clearly enough the difference between liberation and Krishna consciousness, then you can move on. Если ты достаточно ясно понимаешь разницу между чистым преданным служением и освобождением, то тогда ты можешь продолжить свой путь. You can go to Mahakalapur. Ты можешь отправиться в Махакалапур And meet Lord Mahakala. и встретиться с Господом Махакала. If you're not ready for it, just go back to Vrindavan. Если ты не готов к этой встрече, возвращайся назад во Вриндаван. Gopakuma didn't know what to do. Гопакумар был в замешательстве. But then the Lord Mahapurusha spoke with him. Но затем Господь Махапуруша обратился к нему Told him, go back to Vrindavan. и сказал ему: отправляйся назад во Вриндаван. You'll meet your guru there again. Ты встретишь там своего гуру снова. Then you can go to Mahakalapur. Только после этой встречи ты можешь отправляться в Махакалапур. So he chanted his mantra and went to the planet Earth again. Поэтому он повторил свою мантру и отправился на Землю вновь. So much had changed on planet Earth. Он увидел, что на планете Земля произошли большие изменения, Because he had been away a long time. потому что он отсутствовал на протяжении долгого времени. But Vrindavan was still the same. Но Вриндаван был по-прежнему тем же самым Вриндаваном. So he wandered around a bit.
Он прогулялся немного по Вриндавану and then he met his guru again. и вновь встретил своего гуру. And his guru gave him further instructions on chanting the mantra. Его гуру дал ему дальнейшие наставления относительно повторения своей мантры. How to apply the syllables of the mantra on your body. Каким образом правильно применить, разместить слоги этой мантры на своем теле? How to utilize different mudras. Каким образом правильно применять различные мудры? Yeah, and different things like that. Дальнейшие инструкции. And he said, you'll understand everything by chanting the mantra. Он сказал ему, ты абсолютно все поймешь при помощи повторения этой мантры. So then his guru disappeared. А затем его гуру исчез. And Gopakumar started chanting again. И Гопакумар вновь начал повторять эту мантру. Suddenly his body transformed into a transcendental one. Внезапно его тело трансформировалось в трансцендентное тело. Without his material body dying. А при этом его материальное тело не умерло. And he found himself flying through the universe. И он обнаружил, что он летит сквозь Вселенную. He saw all the 14 planetary systems. Он увидел все 14 планетных систем. So then he entered the coverings of the universe. А затем он приблизился к оболочкам Вселенной. Вы понимаете, как работает? In the middle is, the universe where we live. В самом центре находится Вселенная, в которой мы живем. Then there's a layer of earth surrounding that. Затем есть слой Земли, который окружает это. Then there's a layer of water surrounding that. Затем есть слой воды окружающий. Then a layer of fire surrounding that. Затем слой огня окружающий. Then a layer of air. Затем окружающий слой воздуха. Then ether. Затем окружающий слой эфира. Then mind, intelligence, and finally false ego. Затем ум, разум и, в конце концов, ложное эго. So, yes, as he was going from one element to another, his body was changing to be a body of that element. По мере того, как он пересекал одну стихию, то есть преодолевал одну из этих оболочек, его тело менялось и начинало соответствовать той оболочке, той стихии, в которой он находился. And in each layer he saw the deity of that layer worshipping a particular form of the Lord. И в каждой оболочке он видел божество Господа и пуджари, который поклонялся божеству. Bhumi, the deity of earth, was worshipping Varaha. Буми, божество земли, поклонялось Господу Варахи. The deity of water worshipped Matsya. Божество воды поклонялось Господу Матсья. The deity of fire worshipped Surya. Божество огня поклонялось Сурье. So, and so on, through the layers. И так далее, в других оболочках он встречал соответствующее божество, поклоняющееся соответствующей форме Господа. Then beyond false ego, he came to the primeval material nature. А затем, преодолев оболочку ложного эго, он добрался до оболочки материальной энергии. The most subtle form of ignorance. Самая тонкая форма невежества. And the deity of material nature was worshipping Mohini. И божество материальной энергии поклонялось Махине. So the deity
begged him, please stay with us. Это божество умоляло его: пожалуйста, останься с нами. I'll give you liberation. Я дам тебе освобождение. I'll give you devotional service. Я дам тебе преданное служение. I'll give you anything. Я дам тебе все, что захочешь. I am Subhadra. Я Субхадра. I am the sister of the Lord. Я сестра Господа. Stay with me. Останься же со мной. Gopakumar was tempted. Гопа Кумар засомневался, But he chanted his mantra но повторил свою мантру and carried on. и продолжил свой путь. So, coming through that vast, shadowy region of ignorance, he saw a great light. И преодолевая это протяженное поле невежества, он узрел вспышку света. It made him close his eyes. Она была настолько яркая, что он закрыл глаза. And then the Supreme Lord, Mahakala, appeared to him. Затем Верховный Господь Махакала предстал перед ним. As brilliant as millions of suns. И сиял он так же, как миллионы солнц. So he was the most amazing form of the Lord that Gopakumar had seen so far. Это была самая удивительная форма Господа, которую Гопа Кумар видел в своей жизни на тот момент. He was just about to merge into the light from the Lord's body. Он был уже готов слиться с сиянием, исходящим от тела Господа. When the light beams from the Lord's reddish toenails touched him. В тот момент, когда сияние, исходящее от красноватого ногтя большого пальца стопы, коснулось его, Gopakumar concluded, Гопа Кумар сделал вывод: I have reached the perfection of life. я достиг совершенства жизни. This is the Lord I've been looking for. Именно этого Господа я и искал. But then he chanted his mantra again. Но затем он снова повторил свою мантру. And he realized, no, there must be something more. И он осознал: нет, должно быть, это не мой Господь. Then in the distance, he heard some amazing singing. Вдалеке он услышал какое-то удивительное пение. And he saw someone approaching from the distance, a white person. И он увидел, что белого цвета личность приближается. With a white woman on his lap. И белого цвета женщина размещена у него на коленях. Riding on a bull. И едут они на быке. He was white like camphor. Он был белого цвета, подобно камфоре. He had 3 eyes. У него было 3 глаза. He was wearing nothing except the sky. И одет он был ни во что иное, как в небо. And a beautiful garland of bones and skulls. И украшен он был прекраснейшей гирляндой из черепов и костей. Haribol. Shri Shri Nitai Gora Sundar Ke. So Gopakumar approached one of the followers of this person. Гопа Кумар приблизился к одному из сопровождающих эту личность. Who is this? Кто это? Where's he from? Откуда он? Where's he going? И куда направляется? And the associate said, this is Lord Shiva. Спутник этой личности сказал: это Господь Шива. He is the Lord of the universe. Он является Господом Вселенной. He's on his way to Kailash. Он направляется на Кайлас. Gopakumar had not heard of Lord Shiva. Гопа Кумар никогда не слышал о Господе Шиве. So Gopakumar
couldn't understand, how can he be the Lord of the universe? Гопакумар задумался, каким образом он может занимать положение Верховного Господа всей Вселенной. But then the associates of Lord Shiva preached to him. Но затем спутники Господа Шивы проповедовали ему. There are great benefits in worshipping Lord Shiva. Есть величайшие блага, которые можно обрести в результате совершения служения Господу Шиве. He always remains in one form. Он всегда пребывает только в одной форме. He doesn't expand into multiple forms. И он не расширяет себя в большое количество других форм. And he's always with us. He never goes away. Он всегда вместе с нами и никогда не покидает нас. Yes, so stay with us and worship Lord Shiva. Поэтому оставайся с нами и поклоняйся Господу Шиве. So Gopakuma thought, yeah, okay. And he joined them. Гопакумар подумал, да, хорошо, и присоединился And к for a while Господу Шиве. he was happy. На протяжении непродолжительного промежутка времени он был счастлив. But he continued chanting his mantra. Но он продолжил повторять свою мантру. And Lord Shiva saw he's not fully satisfied. И Господь Шива понял, что Гопакумар не испытывает полного удовлетворения. So they traveled on a little bit. Они продолжили путешествовать в течение некоторого времени. Suddenly they heard some other singing. И внезапно они услышали другие песни. And they saw a group of 4-armed people. И увидели группу четырехруких людей. Gopakuma was speechless. Гопакумар был безмолвен, They were incredibly beautiful. потому что они были невероятно красивы. And their effulgences made Lord Shiva and his followers practically become invisible. Сияние, исходящее от их тел, практически затмило Господа Шиву и его спутников. Gopakuma became so overwhelmed he could not function. Чувства переполнили Гопакумара настолько, что он не мог должным образом функционировать. He couldn't ask them who they were. Он даже не мог спросить их, кем они были. Then Lord Shiva embraced them and collapsed at their feet. Затем Господь Шива обнял их и пал без чувств, ниц к их ногам. They were residents of Vaikuntha. Это были обитатели Вайкунтхи. And what happened next? А что же произошло далее? Tune in tomorrow at 8 o'clock. Настраивайтесь на нашу волну завтра в 8 утра. Shri Brihat Bhagavatamrita ki Jai. Shri Sanatana Goswami ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. И вот здесь, что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Jai.